Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге я отобрал 5 компактных смартфонов для тех, у кого в приоритете мобильность и возможность удобно пользоваться телефоном одной рукой. В эпоху лопат почти на 7 дюймов найти компактный смартфон все сложнее, а цены на них все выше. Я отобрал 5 телефонов с экраном на 6,1, 6,2 дюйма от разных брендов под разный бюджет, начиная примерно от 30-35 тысяч рублей и до сотни. Сейчас посмотрим на участников рейтинга, пройдемся по их дисплеям, процессорам, батарейкам, зарядкам и размерам. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. На 5-м месте рейтинга стоит Sony Xperia 10.6. Самый доступный компактный смартфон среднего класса для тех, кто ищет что-то компактное, но не самое дорогое. Диагональ экрана тут 6,1 дюйма, и благодаря узкому корпусу всего в 68 мм по ширине телефон удобно ложится в руке. Вес всего 164 грамма, в кармане тоже особо не ощущается. Экран на OLED-матрице с нестандартным вытянутым разрешением 2520 на 1080 пикселей. Соотношение сторон 21 к 9, как в кинотеатре. Вообще, это фишка Sony. Кто пользовался их смартфонами, тот поймет. А для кого Sony в новинку, первое время будет немного непривычно от такой продолговатой сосиски. Проблем это не создает, тем более, что видео и фильмы смотрятся эффектно. Лента в соцсетях тоже удобно листается. Только не все приложения адаптированы под такой формат, так что местами может быть обрезка или черные полосы. Но больше огорчает частота обновления, всего 60 Гц. Для кого-то это может и не страшно, но большинство конкурентов даже с ценой ниже предлагают более плавный экран. Процессор Snapdragon 6 Gen 1. Свежий, бодрый, справляется с повседневными задачами легко. В игры можно поиграть, с памятью тоже все в порядке. 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной. Есть и слот для microSD, что уже редкость. А еще 3,5 мм разъем для наушников, которого некоторым так не хватает. Батарея у Sony на 5000 мАч. Тоже неплохой показатель для такого компактного корпуса. Смартфон спокойно живет 2 дня при умеренной нагрузке. А вот адаптера в комплекте нет, только кабель, так что зарядное устройство придется покупать отдельно. Смартфон максимум вытягивает из адаптера мощностью в районе 20 Вт, больше ему не надо. С ним от 0 до 100% батарея заряжается чуть меньше 2 часов. На 4-м месте топа iPhone 16e. Свеженький компактик от Apple уже за деньги поприличнее. Диагональ экрана 6,1 дюйма, как и у старших айфонов 16 серии, но сам корпус чуть меньше и аккуратнее, 147 мм в длину и 71 в ширину, так что держать в одной руке удобно. Экран OLED, сочный и яркий, с отличной калибровкой из коробки. Разрешение 2532 на 1170 пикселей. Все четко, пикселей не видно. Но, как и у Sony, тут только 60 Гц. Для айфонов это уже привычно. Что уж говорить, если более дорогой iPhone 16 и тот на 60 Гц. Но для нас, как для пользователей, 120 Гц все равно может не хватать. Процессор. Новый Apple A18, как у братьев подороже. И вот здесь начинается настоящая жара. Любые задачи, монтаж видео, игры, редактирование фото, да что угодно, смартфон тянет без проблем. Особо урезать эффективность Apple не стали, поэтому даже в сравнении с iPhone 16 Plus этот 16e ничем не хуже. Камеры тут тоже на уровне. Основная двойная, как и в предыдущих поколениях, но с улучшенной светочувствительностью и новым алгоритмом обработки. Фото получаются яркие и детализированные, особенно в дневное время. В ночной съемке есть прогресс. Меньше шумов, больше деталей. Видео тоже сильная сторона. Стабилизация, автофокус и звук. Все топ. Для сторис, Reels и TikTok подойдет. Батарея примерно на 4000 мАч. Точной цифры Apple не раскрывает. И хотя емкость не рекордна, iPhone спокойно доживает до вечера, даже если активно пользоваться. Оптимизация делает свое дело. Адаптера, как обычно, в комплекте нет. Только кабель. Но от фирменного блока на 20 Вт смарт полностью восстанавливается примерно за час. Тройку лучших открывает новинка этого года от Samsung – Galaxy S25.
В момент выхода ценники на него были не совсем гуманные, но сейчас, спустя квартал, его можно рассмотреть в альтернативу прошлому iPhone 16e, так как по цене они примерно одинаково получаются. Экран здесь слегка побольше, на 6,2 дюйма, но за счет тонких рамок и узкого корпуса смартфон кажется меньше. Матрица Dynamic AMOLED 2X, топовая от Samsung. Цвета сочные, контрастные, яркость высокая, а разрешение 3120 на 1440 пикселей, то есть выше, чем у многих флагманов. Добавим к этому частоту 120 Гц и получаем одну из лучших картинок среди компактных моделей. Смотреть фильмы, листать соцсети или играть – удовольствие. Корпус тут самый тонкий среди участников рейтинга – 7,2 мм. При этом смарт легкий и удобный. В руке сидит уверенно, в кармане не мешает и не ощущается кирпичом, как многие другие флагманы. Процессор. Новый Snapdragon 8 Elite. Это прям топ из топов. Хватает с головой вообще на все. Игры на максималках, съемка видео в 4К, работа с фото, многозадачность. Все без лагов и перегревов. Аккумулятор на 4000 мАч, как и у iPhone 16e. С учетом AMOLED-дисплея и оптимизации Samsung, телефон спокойно живет до вечера при активном использовании. Можно и кино посмотреть, и посидеть в YouTube, и соцсети не ограничивать. Заряжается быстро, но адаптера, как обычно, в комплекте нет. Камеры тут тоже флагманские. Samsung не экономит. Хорошая основная камера, широкий угол, портреты – все на уровне. Ночной режим, съемка видео отличная. Тут Samsung не экономили. На втором месте рейтинга – Google Pixel 8. Это один из тех смартфонов, который не бросается в глаза, но при этом умеет многое. По размерам он очень удобный и самый крупный в рейтинге. 150 мм в высоту и 71 в ширину. Толщина 8,8 мм. В руке лежит надежно, не скользит, не торчит из кармана. Весит 187 граммов. Чувствуется плотным, но не тяжелым. Экран 6,2 дюйма. OLED с частотой 120 Гц. Картинка плавная, приятная, с хорошей яркостью. Разрешение 2400 на 1080. Четкости хватает с головой для любых задач. Фильмы, текст, фото – все выглядит нормально, без зерна и мутности. Внутри стоит процессор Google Tensor G3. Он не рекордсмен по синтетическим тестам с цифрами, но в жизни и в играх работает стабильно. Приложения открываются быстро, интерфейс не лагает, камера запускается мгновенно. Каких-то проблем с производительностью или нагревом нет. Оперативной памяти 8 гигабайт, встроенной 128 гигабайт. Для большинства этого более чем достаточно. Но если знаете, что маловато будет, можно купить версию на 256 гигабайт или просто докупить облако, что точно будет дешевле. Аккумулятор на 4575 мАч. Смартфон спокойно держит день активного использования. Видео, соцсети, камера, немного музыки, под вечер останется 20%. Зарядка быстрая, но адаптера в коробке, как обычно, Pixel не положили. Камера у Pixel 8. Та же гордость, как и у iPhone. Без лишних слов, они просто делают хорошее фото и видео. Достаешь из кармана, снимаешь и получаешь четкий, яркий, естественный кадр. Без танцев с настройками. Особенно хорошо получается портрет и ночная съемка. Фронталка тоже норм, без особых наворотов, но для любительского фото и видео вполне подойдет. Ну а первое место рейтинга я отдал iPhone 16. Конечно, вполне очевидно для многих модель, но именно как компактный смартфон iPhone 16 мало кто воспринимает. А ведь именно экран на 6,1 дюйма делает его комфортным для использования одной рукой. Картинка строится на OLED-матрице с хорошим разрешением 2556 на 1179 пикселей, но повышенной частотой Apple не порадовали, максимум 60 Гц. Но картинка все равно получается плавная, особенно если до этого вы не пользовались смартфонами с высокой герцовкой. Процессор уже знакомый Apple A18, который стоит в iPhone 16e. Как обычно у Apple, запас мощности с большим отрывом. Приложения, игры, камера, монтаж видео – все работает быстро, без задержек. Памяти 8 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной. Хватит и для фотоархива, и для приложений, и для видео. Батарея тут на 3561 мАч. Цифра скромная, но за счет оптимизации iOS смартфон спокойно работает целый день, даже если вы активно им пользуетесь. Смотреть видео, звонить, листать соцсети, фотографировать. Вечером останется 15-20%. Заряжается быстро, но адаптера в комплекте, конечно, нет. По камерам тут все в духе последних айфонов. Основная – с отличной цветопередачей, быстрым автофокусом и хорошей стабилизацией. Видео пишет четко, особенно если снимать в дневное время.
Ночью тоже справляется. Не как зеркалка, но достойно. В общем, отличный компактный вариант для тех, кому хочется чего-то яблочного. Лучше него могу предложить только iPhone 15 Pro, но он и дороже процентов на 20. Только взамен мы получаем экран на 120 Гц, проц помощнее, камеры получше и 17 грамм дополнительного веса. В общем, iPhone 15 Pro для тех, кому нужен просто лучший компактный смартфон, а iPhone 16 для тех, кому нужен практически лучший компактный смартфон от Apple, но слегка подешевле и с некоторыми компромиссами. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.